что, друзья, всем привет! Вот и настал сезон зимней подледной рыбалки у нас. Сегодня со мной напарник, которого 1000 лет уже на нашем канале не было, да? Всем здорово, да. Но я... Не дождетесь. Не дождетесь, как говорится. Его как бы давно не было, но я думаю, что его все помнят, потому что такое, Димон, забыть сложно, правда? Такое. Да, ну в общем что, мы сегодня будем пробивать городской водоем. Вот, отправляемся мы. Ну, как называется место, я думаю, многие догадаются. Но мы не будем это все равно выдавать в камеру. Потому что оно настолько секретно. Да, оно просто настолько тайное и секретное, что про это... По-моему, весь автопарк города собрался. Что здесь реально собрался весь город. Так, рыбачки-то вон они. И все там, похоже, в одном месте сидят. Так, сейчас покажу вам. А вон они за деревьями все. Вон, в одной точечке. Наверное, там вся рыба. О, здесь-то мужики все на блесна рыбачат. На хищника. Ну, по крайней мере, пытаются. Нет, все-таки надо идти на мое местечко. Вот туда. Вот как раз где-то эти два мужичка там. Там, видишь, Димон, протока выходит. Вот на выходе из этой протоки, как раз между мужиками посередке. Там хорошая точка. О, можно пробить старую лунку, посмотреть. Да и, кстати, о, нифига себе. Вот так вот, друзья. Да, хотя сегодня, что у нас там сегодня? Плюс 1 обещают, да? Ну, обещают вообще плюсовую температуру. С утра -1. С утра было -1, а ночью, друзья, подморозило так, что даже вот вчерашние лунки не пробить. Да и вон видно, кстати, если присмотреться, там толщина льда-то нормальная. Больше 10 сантиметров уже лед. Вот, кстати, если кто не знает, куда убирать футляр, когда снимаешь его с ледобура, вот я обычно делаю это вот так, на ручку, ну, чтобы он не мешался. Вот. Лайфхак, и Димону тоже, да? Не знал, да, про такое? Вечно терялся. Нифига себе, блин. Тут уже это, если честно, толщина, по-моему, сантимов по 20, да? А, у тебя черпак же есть, да? О, у меня даже длины ладони не хватит замерить. Короче, сантимов 15 здесь. Так, Димон. Так, ну и холод у тебя получается, как он, диппер, да, называется? Такой поплавок, диппер, можно так называть. Ну, на самом деле, это самое главное, что все эти холоты показывают глубину. Вот, потому что я просто помню, что в этом участке надо искать 7 метров. 7 метров. Ну, вот 7 метров мы нашли, а рыбы пока не видно. Что у тебя за достижение техники новые? Покажи. Не скрывай свои тайны от зрителей. Короче, какой-то новый вид удочки Димон тут обнаружил. Как это назвать? Это как, вот так вот можно трясти, да? Да. О! У меня, знаешь, новый имитатор. Димон, ты меня прости, у меня напрашивается что-то, что этим что-то плохое делают обычно. Ничего этим не делаю. Я имел в виду, что это рыбачит двумя пальцами. Вот так. Я только про это, нет. Это ты испорченный, не я. Но пока, если честно, наблюдая за рыбаками, не видно особого клёва. Как-то все трясут блеснами. Все на блесны в основном, на мормышку я чуть никого не вижу. Пока никто не ловит. В камеру смотрят там. Современные гаджеты в ходу. Общение на свежем воздухе с друзьями-рыбаками. Вот это на самом деле самое главное в рыбалке. Пообщаться, прийти, посидеть. Че дома торчать, правильно? Правильно. Он, кстати, на балансиры, по-моему. Или вибы, или балансиры опускает. А мужик вообще с 2 рук рыбачит. На 2 блеснелки. Вот. В правой руке, в левой. Вот так вот. Что мир, скажем так, не без добрых людей, не без добрых подписчиков, которые подошли и поделились информацией. Вот оказывается, что на днях здесь очень хорошо ловилось на безмотылки, в том числе и вчера народ ловил. Вот, ловил после 2 часов дня, то есть рыба начинает, видимо, клевать позже. Вот, ну, я тоже решил попробовать, ставлю вот такую мормышку. Мормышка чертик с 3 крючками и золотой короночкой. Тяжеленькая достаточно, потому что в месте, где мы рыбачим, есть течение. Да, здесь течка прям нормально так подтягивает. Этот котлован, он соединяется с Обью, с большой рекой.
Вот, ну, из-за этого, да, здесь временами появляется течение. Ну, в этом-то, собственно, и соль этого водоема. Здесь, когда начинается перемена, ну, скажем так, когда вода начинает гулять, то приходит, то уходит на оби. У нас это очень часто бывает, в том числе и зимой, не только летом. Вот в это время бывает, что заходит очень много разной рыбы. И лещ крупный, и плотва. Ну и как показывает эхолот, рыбы достаточно. Вот, кстати, сейчас мы его включим сразу. Я, конечно, понимаю, там у Димона импортные, блатные, да, эхолоты, диперы. Я вот как-то привык нашим отечественным практикам работать. На самом деле он все прекрасно показывает. Но до того, как сесть на эту лунку, здесь вообще прям стена от дна доверху рыба стояла. Сейчас что-то пока я стены не вижу. Но зная этот водоем, действительно, здесь рыба гуляющая. Вот. Если ее сейчас нет, не факт, что ее не будет, она потом может появиться. Вот она, кстати, в пол воды пошла. Сейчас мы попробуем тоже уменьшить луч. Прям под лункой сделаем. Вот так вот на 1 метре. Вот часто все будет видно, что у нас тут под лункой ходит, не ходит. Нет, ходят, вот они, видите, бугры. По дну, скорее всего, подлещики. Скорее всего. Но это, как говорится, не точно. Может быть, и лещи большие. О, не, вот этот бугор хороший. Кто-то уже подбуривается. Свято место пусто не бывает, а? Ну, показывает там много рыбы у дна. Вот. Была поклевочка. Подбивчик такой небольшой. И как раз вот в эти моменты, когда кто-то бурится, очень часто бывает, что рыба начинает активироваться. Так что не всегда это плохо, что тебя подбурили. Чё говоришь, Димон? Ну, была одна поклевка. Ну, пока все. А у тебя что? Ну, пока не знаю. Я пока пытаюсь на безмотылку вытрясти. А у тебя что, были поклевки? Потому что была одна поклевка, ну вот такая интересная. Вот, кстати, режим флешер на эхолоте включил. Он, смотрите, что происходит вообще. Просто рыбы очень-очень много ходит. И по дну, и выше. Брать, не знаю, почему не берет. Вот, может быть, что-то надо в нашей рыбалке и менять. Вполне возможно. Что тут вот... Если в этом режиме сейчас попробовать поймать мормышку, увидеть, то ее тут не увидишь. Просто ужас какой-то. Смотрите, сколько рыбы-то, блин. Судя по всему, то и не мелкая рыба. Ну, что-то капризничает. Ну что, друзья, можно поздравить с поимкой первой рыбы. Не запечатлено это было. Но она поймана, первый подлещик у нас в палатке уже лежит. Да, ребята, сегодня очень капризная рыбалка, капризный день. Вот, я, в общем, что только не пробовал. И поплавок уже опускал. Вот, и на мормышку с мотылем пробовал, на безмотылку. Перебирал все. Были какие-то тычки, невнятные поклевки. В общем, до меня, скажем так, ну не то, что дошло, просто решил попробовать половить на крючок. Снасть делается очень просто. То есть, смотрите, получается, сначала у меня идет крючок, вот, дальше, ну, где-то, ну, сегодня у меня, получается, 15 сантиметров поводок длиной, вот, а дальше идет грузик, вот, просто грузик и крючок, все. Прикол-то в том, что здесь же течение тянет нормально, блин, рыба входит, реагирует на прикорм. Я еще раз закормил, 2 прям хорошие кормушки, прикормки опустил на дно. Вот, видно, что она ходит, обитает, кушает прикорм, но что-то как-то она особо ни на что не берет. И вот я решил эту снасть опустить, и тут же у меня поклевка. Вот, на пучок мотыля, кстати говоря. В общем, такой прям жирный пучок у меня стоял. Ах, и клевало так как красиво, такой подъемчик прям. Подъемчик кивка вверх. Да, в общем, хитрости выручают в очередной раз у нас. Надеюсь, что сейчас мы на это ловить с вами будем уже поинтереснее. Я вам покажу все поклевки вблизи.
Все будет красиво у нас и душевно, как всегда. Ну и на самом деле рыбалка на крючок — это не всегда ловля на стоячку. Вот, иногда можно, конечно же, играть, тоже пробовать. У меня, правда, видите, немножко перегружено получается, потому что груз где-то около 1,5 грамм, грузик тяжелый, стоит килок, не совсем под него, видите, как сильно гнется. Но если поклевка будет, мы ее увидим. Да, прошлый подлещик на стоячку клюнул. Очень красиво он килочек поднял. Фух, ну что, ребят, мне кажется, что мы сейчас с вами половим. Это был хороший знак поимка рыбы, правда же? Вот. Вот видите, что делает? Вот в эти моменты есть смысл вот так пальцем килочек аккуратно поподнимать. Так. Да, похоже, мы нашли лазейку, как капризную рыбу сегодня разловить, да? Вот. Вот есть. Что-то сидит. Красота, что тут скажешь? Красота и прелесть. А на прикорм рыба прекрасно реагирует. Не знаю, кто там что говорит. Все, оно подходит. Вот он. А это мой хороший. На пучочек-то мотыля. Подлец. Да, ну и можно, знаете, сделать вывод о том, что сегодня меня гаджеты в виде эхолота, точнее в виде эхолота действительно выручил. Даже не в том, что он показал рыбу. Эхолот везде показывает рыбу. Я на улице сегодня, после того, как я поперебирал все вариации мормышек, все способы лова, я еще прогулялся по улице, походил, поговорил лунки. Вот, рыба вообще везде есть, абсолютно. Но все сидят, и, если честно, никто особо ничего не ловит. Там 1-2 подлещика в час. В час по чайной ложке, Вот, и мне пришла в голову идея попробовать. Ну, вот тут с Настей у меня была поклевка на мормышку одна, настоящую, на покаток. Вот, я поставил легкую мормышку, ее по дну прокатил. Вот, и была поклевочка, но мимо. Я вот подумал, что вот этот способ лова нас выручит. Уже, знаете, далеко не первый раз он спасает. Видите, что делает? Аккуратно так поднимает слегка. И это не факт, что мелкая рыба, это может даже хороший лещ быть. А здесь он есть. Здесь есть хорошие лещи, больше килограмма. Летом я ловил здесь на 3 килограмма. Давно, правда, это было. Но это было. Вот, пожалуйста. Поклевка, ну, честно говоря, была очень уж осторожная. На улице вон бурят вовсю. Потому что я говорю, меня, наверное, слышно. Вот, подлец. Не крупный парень, конечно. Но приятный. Приятный, потому что, знаете, когда, ничего не ловил, даже таких мелких половить прикольно. Давай, уплывай. Позови нам больших, огромных лещей. Вот в этом способе лова рыбы на крючок хитрость заключается в том, что рыба, по сути, не чувствует никакого веса, ну, мормышки, да, груза, скажем так, потому что у нас грузик выше стоит, 15-20 сантиметрах от крючка, вот, соответственно, он лежит на дне у нас, на течении слабом, как здесь, вот, а дальше у нас уже болтается крючок с мотылем. Он именно болтается, потому что течение есть, он немножко всплывает, вот, ну и рыба, когда хватает, она груз-то не чувствует сразу. Вот, и за счет этого снасть эффективна. Вот, не всегда на мормышку ловится. Когда на нее не клюет, попробуйте просто на крючок, и реально это выручает. У меня, кстати, есть несколько вариантов, как эту снасть сделать. Вот в подсказке выше можете посмотреть в ролике. Вот я снимал познавательный ролик для вас. Посмотрите, как делается эта хитрая снасть. Вариантов несколько.
Так, что-то маленько у нас подзаглохло. Какие-то поклевки, такие потычки пустые стали. Надо закормить. Вон, видите, какой у меня прикорм переувлажненный. Главное, тоже важно сильно много не забивать в кормушку, а то иначе она может вытряхнуться не в том месте, где надо. А надо, чтобы она вот прям опустилась на дно. Это прям на самое-самое дно нам нужно прикорм доставить. Вот таким вот образом это все делается. О, что это такое? Шуга какая-то всплывает. Ну все, сейчас попрет. Еще одну кормушку опустим. Ну, а, кстати, что касается кормушки. Вот. Видите, это на самом деле ручная работа. Все самодельные кормушки у меня. Товарищи спортсмены делают эту всю вещь. Вот. Если сравнивать эту кормушку, ну, допустим, с теми, которые продаются, здесь очень есть большой плюс. Плюс в том, что, вот видите, как она защелкивается. Вот она защелка идет сверху. То есть здесь нет вот этих беспонтовых моментов, что надо вот эти постоянно вставлять вилочки, блин, в отверстие. Это все бесит, особенно на морозе. Вот. Ну и помимо всего прочего, здесь есть, ну, некоторая защита, скажем так, от случайного открытия кормушки. То есть она откроется только после вот этого вот действия, когда мы нормально тряханем, и вот видите, она открывается, и можно, собственно, прикорм прям на самое дно доносить. Это большой плюс. Ну что, попробую еще больше пучок мотыля нацепить. Не знаю, сколько влезет на крючок. Вот замечен тот момент, что и мелкий подлещик на это реагирует также, и крупный. Но иногда нужно ставить одного мотыля. Всяко бывает. Сегодня у меня крючок, ну, скажем так, не супер спортивный стоит, там 14 номера, не мелкий. Вот. Но когда совсем уж капризный клев, то есть смысл ставить там 20-й, 22 номер, очень маленький тоненький крючок с лопаткой, и цеплять одного мотылька чулком. Вот. Бывает, это тоже выручает. Что интересно, сразу после закорма, клюнет ли у нас рыба? По идее должна, потому что я в эхолот смотрел, вот видно, что вот, когда прикормишь, тут же начинается по дну активность, рыба ходит, она его ест. Так что вот с запахом шоколада корм зимой прекрасно работает. Один момент, что рыбу как-то он сегодня не сильно долго удерживает, вот закормишь, поклевки начинаются, потом прекращаются, минут 10-15, и все. Вот, видите, опять еле-еле приподнимает. О, а рыба-то сидит при этом. Ух ты, что-то похоже нормальная сидит. Вообще еле заметная поклевка. Не знаю, будет ли ее вообще в камеру даже видно. Да, вот, пожалуйста, закормили и поперла, да? Понеслась. Ух ты, тихо, стой. Хорошо, что у меня бур 130-й. Я в последнее время вообще только с ним гоняю. Подлещиков-то ловить с сотым буром не вариант. Ну, смотрите, какой приятный, да? Вот, я же говорю, что склюнет. Это, кстати, не факт, что поклевка. Это вполне может быть, если косяк рыбы, она может леску задевать. Это возможно. Поэтому надо пальцем поигрывать, чтобы спровоцировать на поклевку. Вот. Да, ребят, конечно, с такой рыбалкой очень важно использовать кивок максимально деликатный, чтобы было видно поклевку. Крючок желательно поменьше. Но, к сожалению, с собой нет, чтобы поменять. Но все равно у меня не супер крупный стоит. И еще, вот он, подлещик. Еще очень важно, конечно, деликатную леску. Вот у меня не самая деликатная из всех. У меня 0,9 получается. Вот. Ну и сейчас я на свой страх и риск поставил дробинку совсем маленькую. 0,3 грамма всего лишь. Да, на поклевке, конечно, еле-еле заметные. Можно даже сказать, их вообще не видно. Но они есть. И рыба есть, и поймать ее можно даже в таких условиях.
Смотрите, вторая подряд рыба. Так. Кто на этот раз? Может, все-таки плотва на этот раз будет? Я точно знаю, что она здесь есть. Ух ты, какой добренький. Подлец. Ладно уж, не подлец, хороший парень. Спасибо за поклевочку. Еле заметную, правда. Да, сколько я тут рыбачу, замечаю такой момент, что рыбаки очень сильно перемещаются. То есть на месте особо не сидят, не очень усидчивые. Хотя на самом деле, как показывает практика, если ты рыбу нашел, вот как мы сейчас, да, то, ну, ее, скажем так, надо выдрачивать здесь сидеть всяческими ухищрениями, способами. Сегодня, да, работает у нас грузик, получается, с крючком. Мормышки мимо, чертики мимо. Хотя так тоже смотрю, народ, в принципе, те, кто перемещается, нет-нет, да подлавливают рыбу. То есть у них пролетают подлецы неплохие. Пока крупного леща ни у кого, честно говоря, не видел. Ну, за всеми тоже не уследишь. Я добавил еще небольшую дробинку, что у меня получается где-то 0,3 грамма. Вот и еще где-то 0,1 грамм добавил. Чуть-чуть побольше. 0,3 маловато, сносит. Вот, пожалуйста. Вообще практически незаметная поклевка. Все как всегда. Все как и должно быть здесь и сегодня и сейчас. Слушайте, а что-то мне кажется, вот это хорошее. Тяжело идет. Тяжело. Леска-то 2,09, блин, если хороший лещ может дернуть и все оторвать. Тихо. Может, это вообще не лещ? Ну. Так. Ух ты, вот этот хороший. Это лещ. Смотрите, какой приятный дружок. Да, грамм на 600, я думаю, будет. Вообще красота. Ну чё, Димон Лимон, как у тебя дела? Вон, 2 рыбки. 2 рыбки поймал. Ну. Так. В этом, как в холоте она есть. Ходит, да? Какой кивок интересный. Длинный, лещевый, да? Ты на леща настроен, что ли, молодой человек? Че ты паришь сейчас на камеру всем? Ты сам мне их вчера втюхал по 300 рублей за кивок. Ты на леща, Димон, скажи мне честно. Вот просто без доли иронии, вот, по-честному. Судя по всему, по-честному, мы сегодня на простатит пришли. Не знаю, у меня в палатке клюет. Пошли ко мне, пробуримся. Я тебе покажу, как надо крупного леща ловить. Я сейчас такого грамм на 700 достал. Серьезно. А че его ловить? Вот он, смотри, вот он не клюет и все. А вот снасть хитрую надо сделать. У тебя есть? Думал, может, поплавочку поставить? Нет, у тебя есть дробинки и крючки? Маленькие крючки. А, да ты тут по-своему, в принципе, раздраконил, да? Не знаю, подраконить не получается, если только вот на стоячку поклевывать. У меня на стоячку ловится, на крючок с грузиком. Что, ты ко мне пойдешь или не пойдешь? С грузиком, ну что? Димон! Просто на кивок, что ли? Да. Ну или не обязательно ко мне, сделай такую снасть. Возьми прикормку, подкорми. Подкормишь, подходит рыба. Вся рыба по дну. Подкормить, я думаю, надо. Вот здесь вот еще вот просверлить, сюда Ну, ткнуть. да, Она как раз сюда снесет ее. Коль не ко мне в палатку, бери прикормку, корми. У меня все есть, там кормушка. Корма до хрена. Давай, сейчас как прикормлюсь. Сейчас как попрет у тебя. Да. Я уже сам есть хочу. И как рыбка. Ты как Рыбка рыбка. не хочет, я хочу. Возле тебя тоже, я смотрю, народ ловит, да, Димон? Вон там тоже ловит. Короче, началось. Не увидели. Поперло, да? Обурили. Обурили тебя? Вот, а вот этот бугор, это уже что-то хорошее пошло. Вот. Ну, по дну мы знаем, кто ходит, да? Всем известно, что это за рыба, скорее всего. Вот. Ходит она, ест прикорм. Но что-то капризничает.
Вот, а сейчас-то, смотрите, вообще хорошие бугры. Что творится-то, а? Где же пулеметный жор? Казалось бы, сейчас должно брать одна за одной, а нет. Вон, видите, подъемы какие. О, офигеть. Это крупная. Вот это что-то очень хорошее. Либо стая большая, либо какая-то одна очень большая рыба. Какой-то супер день супер осторожных поклевок, еле-еле заметных. Но тем не менее ловится, да? Что-то, знаете, похоже, опять хорошее. Надо, наверное, леску утолщать, да? Ты, знаете, сделаешь потолще, блин. Даже 0,1 можно поставить, и с таким капризным клевом совсем перестанет ловиться. О, с кусочком травы. Подлец. Хороший, приятный парень. По первому льду 2024-2025 года. Да, иногда полезно прогуляться по улице, посмотреть, как ловит народ, на что ловит и ловит ли. Ну, в общем, я заметил, что ловят те, кто как раз таки на стояк рыбачит. Тут у Димона тоже на стояк потихонечку начало получаться. В общем, сегодня рыба не активна совсем. Вот. Но еще произошел инцидент. Я Димону дал закормиться кормушкой, и остался я без нее. Каким-то образом она оборвалась. Вот. Но, тем не менее, я закормил сверху, сделал такой плотный комочек, кинул. Вот, и после него вот сразу рыба. Так что не обязательно кормить кормушкой. Но ей все-таки эффективнее, конечно. Но, однако, несмотря на всю эту капризность сегодняшнюю у рыбы, очень интересно, получится ли поймать что-то прям крупное. Один-то подлещик вообще залетел, уже почти лещ, да? По крайней мере, для этого времени. Может быть, летом я бы не стремился бы ловить таких подлецов. Но зимой их приятно. Летом-то хочется, да, за килошных ловить, как минимум. Вот смотрите, что. Ну все. Поперла. Просто поперла. Просто понеслась, родная. Что-то не крупное, похоже. Что-то так бьется, как будто бы не подлещик, как будто бы плотва. Вон, загуляла. Возле лунки. Блин, мне вот чем еще нравится перволетная рыба, она очень хорошо сопротивляется. Тихо, да что-то. Слушайте, нет, вон, похоже, я ошибся. Рыба нормальная. Но это точно не подлещик. Не может он так сопротивляться. А нет, извините. Мы ошиблись. И опять с травой. Видимо, на дне трава. Удачная лунка у нас. Где трава, там и рыба. Ну вот по насадке, смотрите, внимательно показываю, на что ловится. Пучок. Вот так цепляем. Штук 8 мотылей. Чем больше, тем лучше, сколько на крючок влезает. Просто обычным самым способом через головку их подцепляем. Получается такая кисточка. Вот, особенно когда течение, вот в месте, где мы сегодня ловим, оно есть. Вот эта кисточка, она очень привлекательна для рыбы. Так что имейте в виду, такая насадка ловит. Да, давно я не помню, чтобы по первому льду были такие аккуратные, осторожные поклевки. Если для какой-нибудь условно глухоземья это норма, то для перволетка это действительно самый настоящий нонсенс. Причем не мелочь берет. Вот что самое-то интересное. Так, ну кто... Ой-ой-ой-ой-ой. Тут хорошо было, сейчас дернуло. Вот она, когда начинает чувствовать то, что она почти поймана, она начинает очень хорошо давить. Кстати, по разговорам тоже мужики разговаривают, говорят, окуня на днях тут ловили. Окунька было бы интересно поймать. На эту снасть он тоже может взять. Почему нет? Окунь бывает на стояк, тоже ловится. Так, мне кажется, это хороший подлещик. Ага. Мне не кажется, так оно и есть. Блин. Так оно и было, точнее. Ну ладно. Надеюсь, что он позовет большого. Самого крупного на сегодня. Хочется большого Леню поймать.
По перволетку-то это вообще было бы чудесно. Да, я думаю, что вся вот эта вот рыбья осторожность связана с перепадами погоды, потому что погода переменчивая, давление меняется. И тут на самом деле не важно, первый лед, не первый, рыба капризничает из-за этого. Как же ты заглотил-то, а, друг ты мой? Голодный, видимо, был. Вот так вот. Ух ты. Да, возможно, спровоцировал на поклевку. Если бы не было течения, на мормышку я порыбачил бы с удовольствием. Здесь не поставишь мормышку маленького размера из-за того, что потяг нормальный. А на большую брать ничего не будет, это бесполезно. Мормышку надо ставить где-то такую 0,2, 0,15 даже грамма, я бы, наверное, сказал. Стой, стой, стой. Какой прыгучий, а? Хоть сопротивлялся не сильно, вытащил, начал прыгать. Да, вот, ребят, что тут скажешь. Пучок мотыля. Самая эффективная насадка на сегодня. Да, причем не просто пучок мотыля, а максимально жирный пучок. Я вот такую насадку называю кусок мяса. Вот у меня сейчас тут остались практически сопли от мотыля. Я еще несколько штук подцеплю. Вот, смотрите, какой кусок мяса, да? Аппетитно же, правда? Подлещики должны его оценить. Правда, интересно, где же другие виды рыб? Ни изя, ни подвязков, ни плотвы. Неужели только подлещички сюда зашли? Ну и, кстати говоря, летом я сюда ходил. Что-то у меня не особо тут рыбалка заладилась. Одна была рыбалка, когда прям много-много подлецов я наловил. Таких тоже не крупных, грамм 200-300. Вот, ну, что-то крупника я тут не видел в этом году, летом. Может быть, зимой он начнет брать. Вообще, я здесь еще очень сильно люблю рыбачить на поплавок. Ну, я имею в виду зимний поплавок. Это тоже такая интересная рыбалка, очень красивая, когда ставишь таблеточку такую плоскую, ее начинает в лунки класть. Это прям, знаете, классика жанра такая, напоминает ловлю карася летом. Интересно это все. Но что касается карася, тут раньше он был в этих местах. Потом что-то произошло, может быть, из-за строительства моста. Здесь мост бугринский построили. Вот, и карася вообще не стало. Это давно было, да, уже, наверное, лет 10 назад. Все, в общем-то, изменилось. Слушайте, ну это прям самая серьезная поклевка за весь день сегодняшний. Прям так поддавило. Даже, по-моему, приподняло килок. По-настоящему, да, клюнуло? По крайней мере, по перволедному. Что-то там резвое. Резвая, прыткая. Резвый, прыткий подлец. Ну, все такие вообще, на самом деле, как на подбор сегодня по размеру. Грамм по 200, по 300, наверное, примерно так. Один только у нас выделился из всех.
Да, ребят, на подледной рыбалке время очень быстро пролетает. К сожалению, нужно собираться домой. Ну, в целом, что хочется сказать. Сегодня рыбалка была очень сильно капризная, давно такого не было. Но при этом улов-то получился вполне себе ничего. Честно говоря, даже не думал, что получится поймать больше десятка с такой капризной ловли. Ну, и смотрите, какой один паренек-то у нас влетел. Дома взвешиваю, но мне кажется, грамм 600, может даже 700 он будет. Так что классный получился день. Первый лед у нас в самом разгаре. Все самые интересные рыбалки впереди. Скоро Обское море застынет. Скоро Обские заливы встанут, где рыбалка может быть гораздо интереснее, чем здесь, сегодня и сейчас. Вот, так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, не забывайте комментарии тоже писать, ну и лайки тоже ставить. Всем ни хвоста, ни ши, до новых встреч, пока-пока.